Охота на ведьм унесла жизни тысячи женщин, молодых и старых, между XIV и XVIII веками. Массовая истерия по поводу колдовства охватила всю Европу, Великобританию и США. Не выдержав боли, Анна призналась в сделке с дьяволом, который явился к ней в образе черной собаки, и подписала тем самым себе приговор. Мы хотим связаться с потусторонним миром и задать вопросы по поводу Анны Гёльде. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального, и это рубрика «Транскоммуникация». Ну а перед просмотром данного видео мы хотим вам порекомендовать канал Гипнофеникс. Ребята занимаются тем, что общаются с потусторонним миром, вызывают духов знаменитых людей, проводят расследования, специально разработанные методики регрессивного гипноза. Мы уверены, что вам будет интересен такой контент, поэтому подпишитесь на канал Гипнофеникс. Ссылку мы оставим в закрепленном комментарии, а также в описании под этим видеороликом. Давненько у нас не было серии, связанной с какой-то известной личностью. А сегодня мы затронем тему ведьмы из Европы. Ее все считают последней ведьмой вообще в мире, казненной. Эту ведьму звали Анна Гёльде. Вообще ходит такая легенда, что Анна Гёльде воскресила себя 5 раз после ее смерти. Но я считаю, что это всего лишь какие-то легенды и какой-то вымысел. А по поводу того, что была ли она ведьмой на самом деле, вот это мы сегодня, наверное, и узнаем. Кто не знает, мы занимаемся феноменом электронного голоса. У нас есть в арсенале такой прибор, как Wonderbox. Как работает Wonderbox, вы можете посмотреть в нашей предыдущей серии. Она появится по подсказке, также будет в описании. Она называется «Мой отец ответил с того света». Там как раз таки мы объясняем, как работает Wonderbox, потому что многие в комментариях пишут, спрашивают, а как он работает, начинают свои какие-то версии выдвигать. Там я все очень подробно и четко объяснил. Обязательно посмотрите предыдущую серию. Мы сейчас попробуем связаться через Wonderbox с тонким миром и задать вопросы по поводу Анны Гёльде. Как это все происходит? Мы считаем, что тонкий мир, потусторонний мир, он находится в нашем мире. Это не где-то там души куда-то уходят. Души находятся в нашем мире, только уже не в физическом теле, а в ментальном состоянии, в астральном теле. И мы считаем, что выйти на контакт с душой в наше время возможно через приборы. Сейчас мы подготовимся и зададим ряд вопросов, которые нас интересуют. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Давайте вместе выясним, была ли она ведьмой или нет. Охота на ведьм унесла жизни тысячи женщин, молодых и старых, между XIV и XVIII веками. Массовая истерия по поводу колдовства охватила всю Европу, Великобританию и США. Доносы сыпались как из рога изобилия на соседей, родственников, собственных супругов. К XVIII веку, с наступлением эпохи Просвещения, охота на ведьм пошла на спад. Последнюю женщину в Европе, которую казнили по обвинению в колдовстве, звали Анна Гёльде. И сегодня ей посвящен целый музей. Анна родилась в 1734 году в месте под названием Зенвальд в Швейцарии. О ее ранней жизни историки знают очень мало. Это и понятно. Никого не интересовала биография ничем не примечательной девочки из бедной семьи. Известно, что с раннего возраста Анна начала подрабатывать служанкой в деревне, чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги. Будучи не замужем, она забеременела от заезжего солдата, но ребенок умер, не прожив и суток. Для того времени это было обычным делом. Смертность младенцев была высока. К тому же, едва ли Анна могла позволить себе во время беременности сытное питание, гигиену и отдых. Но власти обвинили Гёльде в том, что она сама убила своего малыша. Анну приговорили к наказанию у позорного столба и 6 годам домашнего ареста. Очевидно, для Гёльде это означало бы смерть. Невозможность выходить из дома и зарабатывать деньги неизбежно привела бы женщину к голодной гибели. Анна бежала в Гларус. Там она устроилась работать в семейство Цвиги. От хозяина дома она родила сына, хотя ни о какой возможности выйти замуж и речи быть не могло. Наконец, в возрасте 46 лет она попадает в семью доктора и магистра, очень уважаемого,
женатого человека в городе, Якова Чуди. Судя по всему, Анна оставалась довольно привлекательной женщиной, потому что по некоторым свидетельствам она и Якоб стали любовниками. Вероятно, между ними произошла размолвка. Неожиданно Якоб обвинил свою горничную в том, что она клала в молоко и хлеб острые иглы, потому как он своими глазами видел, как его дочь рвало металлическими предметами. Впрочем, тогда все ограничилось увольнением. Вероятно, разозленная и обиженная Анна пригрозила рассказать всем об их отношениях, а для Якоба это было бы серьезное пятно на репутации. Испугавшись, он вдруг заявил, что его дочь продолжает исторгать из себя иглы и бьется в конвульсиях, несмотря на то, что Анны Гёльди в его доме больше нет. А это значит только одно – колдовство. Власти кантона Гларус инициировали награду за ее поимку посредством публикации в газете Neue Zürcher Zeitung. Анна Гёльди была схвачена в своем доме. Там она пряталась в подвале, в котором ее укрывали родственники. Женщину заключили под стражу и перевезли обратно в город Гларус, где ей были предъявлены соответствующие обвинения. Из исторических документов мы видим, как обходились с Анной. Ее жестоко пытали и издевались над ней. Не выдержав боли, Анна призналась в сделке с дьяволом, который явился к ней в образе черной собаки, и подписала тем самым себе приговор. Судьи считались образованными учеными мужчинами, но никого не смутило, что то, в чем обвиняли Анну, было попросту невыполнимо. Якоб Чуди был почетным человеком, который обладает властью и деньгами, тогда как Анна была простой служанкой с сомнительной репутацией. Анну обвинили в отравлении и приговорили к казни путем обезглавливания. Это было формальное обвинение, так как судили Гёльди именно как ведьму. Согласно закону, отравление, которое не привело ни к чьей смерти, не каралось смертным приговором. 13 июня 1782 года в возрасте 48 лет Анна Гёльди была приговорена к смерти городским советом Гларуса и в тот же день обезглавлена. Официальные заявления и судебные протоколы, где говорилось о колдовстве, сразу после суда были уничтожены. Тем не менее, данное обвинение было признано охотой на ведьм и вызвало общественное возмущение по всей Швейцарии. Позже парламент Швейцарии признал дело Анны Гёльди судебной ошибкой. Произошло это в 2008 году, спустя 226 лет. Сейчас мы попробуем связаться с потусторонним миром и задать вопросы по поводу Анны Гёльди. Не переключайтесь. Итак, друзья, мы начинаем. Итак, мы хотим связаться с потусторонним миром. Нам кто-то может ответить? Запоминай. Мы хотим связаться с потусторонним миром и задать вопросы по поводу Анны Гёльди. Она родилась 24 октября 1734 года. Нам про нее могут что-то сказать? Она прославилась как последняя казненная ведьма Европы, за что ее казнили. Ой. Скажите, если вы про нее что-то знаете, вы можете нам сказать, кем она работала при жизни? Доктор покупает. Это правда, что Гёльди, работая и живя на тот момент с Якобом Чуди, подмешивала иглы в молоко и хлеб для его дочери? Вот то, что Скажите, Гёльди из-за этого обвинили в ведьминстве. Это были лживые обвинения? инструменту.
Так, Правда ли, что она подмешивала иглы? Нет, Михаил Мишов. так. Но если это правда, для чего она это делала? Нет, Как известно, у Анны было 3 детей, по чьей вине Гёльди потеряла своего первого новорожденного. Гёльди пытали, и она созналась в сговоре с дьяволом. Этот сговор является правдой? однако 13 июня 1782 года ее казнили через сглавливание. Она правда была ведьмой? Нет. Скажите, это правда, что Анна Гёльди воскрешала себя 5 раз после смерти? это Скажите, пожалуйста, нам может кто-то что-то передать от Анны Гёльди, если это возможно? Какие-то слова, какое-то послание? Мы благодарим вас за общение и отпускаем. Идите к свету. Друзья, сейчас был ответ вот на вопрос, может ли нам Анна Гёльди что-то передать. Был ответ на английском языке. Я тоже слышала. Вы уже все услышали. Нам предстоит это все разобрать. Я думаю, что сеанс получился интересный. Про Анну Гёльди очень мало информации. И еще я знаю, что там фильм какой-то сняли про нее, и музей есть в том городе, где она жила. Вот. Но особо о ее жизни ничего не известно, поэтому такая серия коротенькая, но очень хотелось вот поинтересоваться. Так что, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ждите наши следующие ролики. Всем удачи и до новых встреч!